Новости непрерывно рассказывают о преступлениях, убийствах, войнах и насилии. 96% всех сообщений о преступлениях – это сообщения о насилии. Только в 2021 году, по данным отчетов, каждые 52 человека в час погибали от насильственных действий. И это только случаи убийств. А ведь сегодня по всему миру продолжается 110 вооруженных конфликтов. Некоторые из них длятся уже более полувека. При таком фоне легко поверить, что сейчас самая опасная эпоха в истории. Но так ли это? Чтобы понять, насколько действительно опасно наше время, нужно обратиться к истории человечества. Насилие не придумано в 20 или 21 веках. Оно не появилось с телевидением, интернетом или ядерным оружием. Это неотъемлемая часть нашей природы, унаследованная от далеких предков. Наши инстинкты формировались в условиях, где выживание зависело от силы, готовности защищать, нападать и убивать. Насилие стало поведением, вписанным в генетический код, его следы на костях, в руинах, в древних захоронениях. Когда мы думаем о самых жестоких периодах в истории, мы вспоминаем мировые войны 20 века или времена Средневековья, крестовых походов, монгольских завоеваний, Столетнюю войну. Гибель от рук другого человека в эти периоды носила массовый характер. По некоторым оценкам, от завоеваний Чингисхана погибло до 11% населения Земли на тот момент. Позже, с распадом Римской империи, Европа погрузилась в век хаоса с нашествиями, распадом городов, анархией. Но, несмотря на все эти ужасы, есть вероятность, что мы живем в самый мирный период за последние 100 тысяч лет. Археологические находки показывают, что в доисторические времена насилие было не исключением, а правилом. Люди жили в условиях почти постоянной угрозы. Скелеты древних людей часто несут признаки насильственной смерти, трещины черепов, следы ударов камнями и копьями, проломы, сломанные кости. И это касается не только мужчин. Среди жертв есть женщины, дети, старики. Насилие было всеобщим и беспорядочным, как дикая буря. Если сравнивать с сегодняшним днем, то сейчас менее 1% всех смертей происходит от насилия. Для древних же людей этот показатель был в 3-20 раз выше, в зависимости от периода. Что же заставляло наших предков быть столь жестокими? Почему человечество на заре своего существования так легко прибегало к убийству? Ну а сейчас мы стали более мирными или только научились скрывать своего внутреннего зверя? Сегодня, несмотря на впечатляющие цифры современных конфликтов, человечество, возможно, переживает сравнительно мирную эпоху. Но чтобы по-настоящему оценить это, нужно понимать, что насилие не современное отклонение, а древний механизм выживания. Он возник задолго до появления государств, армий и границ. Насилие – это не просто война или убийство, это борьба за пищу, за партнеров, за территорию, за статус. И оно прослеживается на протяжении всей истории, от доисторических стоянок до мировых столиц. Вторая мировая война была самым разрушительным конфликтом в истории. Более 100 миллионов солдат, более 50 стран, 6 лет ужаса. Насилие вышло на такой уровень, какого человечество никогда раньше не знало. В этот момент люди раскрыли весь потенциал разрушения, накопленный за века. Но как бы ни была страшна война, это только одна форма насилия. В природе борьба за выживание происходит каждую секунду. На бескрайних золотых равнинах африканской саванны все решает зрение и скорость. Глаза гепарда замечают малейшее движение, и спустя секунду он мчится к цели. Жертва, заяц, испуганный, мечущийся, зигзагами пытается уйти, но гепард неумолим. Это древний ритуал природы, голод против страха, точность против отчаяния. Каждый поворот, каждый скачок – попытка выжить. Заяц использует все – резкие маневры, обманные рывки,
отчаянные прыжки, но гепард быстрее, опытнее, сильнее. Он улавливает каждое движение и предугадывает следующий ход. В последний миг, собрав всю мощь, хищник бросается вперед. Когти вытянуты, пасть раскрыта. И вот удар. Секунда, в которой сталкивается точность и паника. Гепард побеждает. Это пример извечного баланса между хищником и жертвой, на котором держится вся природа. Если жертв становится больше, хищники процветают. Если слишком много хищников, они вымирают от голода. Этот эволюционный маятник двигается в обе стороны. Насилие, оказывается, важно для экосистемы. Оно не зло, а инструмент природного регулирования. Оно формирует популяции, ускоряет мутации, заставляет виды адаптироваться. Острая боль – двигатель эволюции. Но это между видами. А что если насилие направлено внутрь, на своих сородичей? Многие животные убивают себе подобных. Это называется внутривидовым насилием. Причины разные, но почти всегда они сводятся к выживанию и размножению. Самец защищает территорию, самку – детенышей. Или наоборот, убивает чужих, чтобы получить доступ к ресурсам. Например, тигры известны своей яростью в защите своей территории. Иногда они убивают даже своих сородичей, братьев, отцов. Один случай произошел в Лакхнау, Индия. После смертельной схватки победитель не только убил соперника, но и перетащил его тело в чащу и частично съел. Это был акт демонстрации силы, а не просто защита. Самцы морских слонов, тяжеловесные гиганты, сражаются за целые гаремы. Их битвы кровавые и затяжные. Огромные тела врезаются друг в друга, зубы вырывают куски мяса. Победитель получает десятки самок, а побежденный – изгнание или смерть. Но насилие продолжается и после рождения потомства. Многие виды убивают собственных детенышей. Это инфантицид, и он встречается чаще, чем кажется. По оценкам, до 25% млекопитающих практикуют такое поведение. Почему? Все просто. Генетическая выгода. Если самец убивает чужих детенышей, самка скорее снова станет способной к зачатию. Тогда выживут его гены. Так делают львы. При захвате прайда новый вожак убивает всех львят, оставшихся от предыдущего. Самки, почувствовав опасность, иногда прячут своих малышей, услышав рык чужака. Даже дельфины – символ доброты и интеллекта, способны на темные поступки. Самцы убивают чужих детенышей, чтобы самки скорее вошли в репродуктивную фазу. Это стратегия, а не жестокость, но все равно мрачная сторона природы. Кажется, что такие акты насилия возможны только у животных, живущих изолированно. Но статистика показывает обратное. Социальные животные более склонны к убийству. Когда живешь рядом, появляется конкуренция, ревность, борьба за статус. И это особенно касается приматов, таких как мы. Исследование, охватившее более 1000 видов животных, показало, у млекопитающих внутривидовое убийство – редкость, 0,3% смертей, а у приматов – около 2%. Среди наших ближайших родственников – шимпанзе, павианов, макак – это гораздо выше. А у человека в древности уровень насильственных смертей был сравним или выше. Но мы не самые кровавые. У гиен 8% смертей от рук своих, а у сурикатов до 20%. Эти милые на вид зверьки – настоящие маленькие убийцы. Получается, человек не самый жестокий, но и точно не самый мирный. Мы выше среднего, и чтобы понять, откуда в нас это насилие, нужно снова отправиться в прошлое. Более 5000 лет назад жил человек, чье имя мы узнали спустя тысячелетия. Эци, или ледяной человек.
Он бродил по Тирольским Альпам между современными Италией и Австралией. С собой нес медный топор, лук и стрелы, кремневые ножи. Его тело носило следы тяжелой жизни, рубцы, синяки, следы изнурительных условий. Он был вынослив, закален, привыкшим к холоду и трудностям. Но однажды, поднявшись высоко в горы, Эци почувствовал, как острие стрелы вонзилось ему в плечо. Наконечник перебил артерию, и он начал истекать кровью. Возможно, он смотрел, как его кровь окрашивает снег. Возможно, он поднял глаза к синему небу и сделал последний хриплый вдох. Через 5000 лет его тело было найдено почти идеально сохранившимся во льду. Исследования показали, стрела попала в спину, а на руках и груди свежие царапины и ушибы. Все это говорит о стычке или драке за день-два до смерти. Более того, на его одежде и оружии обнаружили кровь 4 других людей. Что случилось? Есть гипотеза. Эци подрался с кем-то, выжил, ушел в горы, и его выследили. Его убили ударом в спину, возможно, добили камнем по голове. Быть может, он отбивался. Может, его друзья пытались помочь и пострадали. Может, наоборот, это его убили за предательство. Мы не узнаем, но одно ясно – его убили другие люди. И он лишь вершина айсберга. Насилие в человеческой истории начинается гораздо раньше, чем Эци, гораздо раньше, чем цивилизация. Оно началось до появления самого Homo sapiens. В Испании, в горах Атапуэрка, 500 тысяч лет назад произошло нечто зловещее. Там находится пещера Сима де лос Уэзос, яма костей. В ней лежат останки как минимум 28 человек. Все они представители древнего вида, предположительно предков неандертальцев. Среди них есть череп, известный как Краниум 17. Это череп мужчины, у которого обнаружены 2 глубокие травмы на лбу, прямо над глазницей. И это не случайность. Обе травмы одинаковые по форме и глубине. Вероятно, это удары тупым округлым предметом, вроде дубины или каменного орудия. 2 точных удара, почти наверняка нанесенные преднамеренно с целью убить. Это может быть самое древнее убийство, зафиксированное на планете. И таких примеров становится все больше. В Ираке, в пещере Шанидар, обнаружены останки неандертальца с поврежденным ребром. Это, скорее всего, результат попадания метательного копья. В Хорватии, в пещере Крапина, найдены останки неандертальцев с множественными порезами и переломами, сделанными при жизни или сразу после смерти. Это говорит о возможном каннибализме. Но не все так однозначно. На костях черепа из Крапины есть симметричные царапины, не похожие на следы извлечения мозга для еды. Возможно, это был ритуал прощания, как и то, что некоторые из найденных неандертальцев имели тяжелые травмы, с которыми невозможно было выжить без помощи других. Один скелет был с перебитым позвоночником и все же жил. Его кто-то кормил, защищал, лечил. Неандертальцы были способны на сострадание и на жестокость. В Ла-Ферраси, Франция, обнаружен череп с глубокой трещиной от удара по голове. В испанской пещере Эль-Сидрон останки 12 неандертальцев, у которых были следы множественных порезов, переломов, надрезов на костях. Это выглядит как организованное нападение и расчленение. Все эти находки говорят, что насилие было частью их жизни. Они убивали, дрались, защищались, возможно, устраивали ритуалы. Мы не знаем, что именно двигало ими, но ясно, что природа агрессии предшествует нашему виду. Что же происходит, когда мы переходим от неандертальцев к первым Homo sapiens? Первые Homo sapiens появились около 300 тысяч лет назад в Африке. Эти люди уже были почти идентичны нам по анатомии. Прямоходящие, с развитыми руками, большими мозгами и, вероятно, с речью.
У них были орудия, они охотились, собирали плоды, жили небольшими группами, передавали знания из поколения в поколение. Они хоронили умерших, создавали первые символы и, вероятно, уже верили во что-то, что выходило за пределы простого выживания. Но они тоже были подвержены насилию. В Судане, на стоянке Джебель-Сахаба, археологи обнаружили одно из первых массовых захоронений Homo sapiens. Здесь 13-14 тысяч лет назад похоронили не менее 61 человека, и около 40% этих скелетов несут следы ранений, переломы, колотые раны, пробитые черепа. Многих пронзили стрелами, причем следы ран не зажившие, люди умерли в бою. Это, скорее всего, результат повторяющихся конфликтов между группами. Возможно, это были набеги, возможно, месть, возможно, борьба за ресурсы в тяжелые климатические времена. Джебель-Сахаба – это один из первых следов организованного насилия уже среди наших прямых предков. Но еще более шокирующее открытие было сделано в Кении, на стоянке Натарук, около 10 тысяч лет назад. Там нашли останки 27 человек, включая женщин, детей, даже беременную. Почти все погибли насильственно, раздробленные черепа, проколотые ребра, вывернутые суставы. В некоторых телах застряли каменные наконечники стрел, а у нескольких мужчин сломаны ноги, руки, челюсти. Это был массовый расстрел, причем по всем признакам. Преднамеренное уничтожение небольшого сообщества. Никаких признаков захоронения. Некоторые скелеты лежали в позах, указывающих на то, что их могли связать перед смертью. Отсутствие женских тел репродуктивного возраста наводит исследователей на ужасающее предположение. Женщин могли похитить, мужчин перебили, детей не пощадили. И главное, оружие, которым их убили, не было местным. Нападавшие пришли издалека, чтобы завладеть плодородной территорией у озера. Похожие сцены повторяются в разных уголках древнего мира. Под Веной найдено массовое захоронение 200 человек, кости в беспорядке, пробитые черепа. На стоянке Шёнинген, Германия, целенаправленные удары по ногам молодых мужчин, вероятно, чтобы сделать их калеками. В Херстеде тела со следами ударов по голове после смерти. Зачем? Для устрашения? Мести? Насмешки? Эти находки ломают прежнее представление, будто массовое насилие возникло только с государствами. Нет, оно существовало еще в доаграрных, охотничьо-собирательских обществах, просто масштабы были меньше, а мотивации такие же, как всегда: еда, женщины, ресурсы, страх, власть. И это важный поворот в понимании природы насилия. Оно не изобретение цивилизации, а глубинный биологический механизм. Наш вид с самого начала был способен на убийство не ради выживания, а ради доминирования, контроля, демонстрации силы. Но эта история не только о зверствах. Есть и другая сторона – забота, защита, любовь, сострадание. Мы хоронили своих мертвых, мы лечили раненых, мы делились пищей. Все это тоже появилось не с религией или законами, а глубоко в палеолите. Мы – парадоксальные существа, в нас живет и зверь, и ангел. В каждом поколении они борются за то, чтобы определять наше будущее. Этот внутренний конфликт между жестокостью и сочувствием вовсе не философская метафора. Его можно проследить на протяжении всей нашей эволюции. Человечество развивалось, переходило от охотничьих сообществ к первым оседлым поселениям, и вместе с ростом численности, ресурсов и территорий росла угроза изнутри. Там, где появляются стены, появляются и те, кто их атакует. К 6-7 тысячам лет назад мы уже видим организованное общество с систематическим насилием, и вместе с этим первые города, первые армии, первые жрецы. Насилие становилось более централизованным, более масштабным, но от этого не менее личным.
Во многих культурах оставались следы массовых убийств, которые, скорее всего, были совершены с целью устрашения или демонстрации власти. Например, в Центральной Европе находят захоронения, в которых тела беспорядочно разбросаны, с проломленными черепами, сломанными костями, без признаков захоронения, жертв ритуальных казней или этнической чистки. А в других местах массовые кладбища, где тысячи тел аккуратно уложены, жертвы войн, эпидемий или государственного террора. Все это доказывает, насилие развивалось вместе с обществом. Но значит ли это, что мы становились только хуже? Не совсем. Несмотря на бесчисленные войны, наше общее направление – это снижение уровня насилия. В доисторические времена, как показывают археологические данные, до 15% всех смертей были результатом насилия от рук других людей. Сегодня этот показатель около 0,6%. С чем это связано? Одна из ключевых идей – теория самодоместикации человека. Она утверждает, что как мы приручили собак, отбирая более спокойных и дружелюбных волков, так и общество приручило самого человека. Те, кто был слишком агрессивен, не могли встроиться в коллектив. Они погибали, изгонялись или просто не размножались. А выжили те, кто умел договариваться, работать в группе, жить по правилам. Такая социальная эволюция изменила не только поведение, но и физиологию. Лица стали менее массивными, поведение более пластичным, реакция на угрозу менее взрывной. То есть мы стали биологически мягче. У нас буквально изменилась нейрохимия. Снизился уровень реактивной агрессии, увеличился социальный контроль. Мы стали более социальными и, как следствие, менее опасными друг для друга. Еще одна теория – развитие языка. По мере того, как человек научился говорить, он получил инструмент переговоров и контроля. Язык позволил передавать не только угрозы, но и нормы поведения. Впервые появились такие вещи, как слава, позор, репутация, общественное мнение. С помощью слов можно было не только собрать охоту, но и свергнуть вождя, осудить предателя, объединиться против агрессора. Это называют реверсивной доминантной иерархией, когда группа при помощи коммуникации может ограничить власть альфы. И это тоже снижает уровень насилия. Лидеры, которые раньше побеждали за счет силы, теперь выживают за счет ума, харизмы и дипломатии. Конечно, все это не исключает войн. Мы по-прежнему убиваем, но важен масштаб. Все меньше людей умирают от насилия, несмотря на растущее население планеты и все более смертоносные технологии. В 20 веке человечество столкнулось с апогеем своего разрушительного потенциала. 2 мировые войны, Холокост, геноциды, атомные бомбардировки. Мы разработали оружие, способное уничтожить планету, и, как ни странно, именно это, возможно, и остановило нас. После окончания Второй мировой войны последовало резкое падение смертности от войн. В 1990-х, с концом Холодной войны, количество жертв в вооруженных конфликтах сократилось до самого низкого уровня за всю известную историю. Да, конфликты продолжались, но стали локальными, менее смертоносными. Это объясняется несколькими факторами. Миротворческие миссии, прежде всего ООН. Развитие точного оружия, снижающего потери среди мирного населения. Улучшение медицины, можно спасти больше раненых. Развитая дипломатия и международное право. Война стала менее легитимным способом решения споров. Но даже в эту эпоху относительного мира угроза не исчезла. С 2016 года число стран, вовлеченных в конфликты, снова растет. Мы вступили в эру новых рисков – дронов, искусственного интеллекта, кибервойн, где один человек может уничтожить целый город, даже не выходя из комнаты. И все же, несмотря на масштаб этих угроз, мы, человечество, сегодня живем безопаснее, чем когда-либо. Это не означает, что угрозы исчезли. Это значит, что мы научились их лучше контролировать.
Огромную роль в этом играет социальная культура. Мы больше не принимаем насилие как норму. Убийство – это преступление, а не часть жизни. У нас есть моральные системы, судебные органы, полиция, правозащитные организации, медиа. Все это формирует общество, где агрессия осуждается, а сотрудничество поощряется. Парадокс. Хотя у нас есть более смертоносное оружие, чем когда-либо, мы используем его все реже. Возможно, впервые в истории страх уничтожения превратился в стабилизирующий фактор. Однако история еще не закончена, мы все еще те самые приматы, что когда-то били друг друга дубиной. Но теперь у нас ядерные боеголовки. Вопрос в том, что мы с этим сделаем дальше. Сможем ли мы сохранить тот хрупкий мир, который строим последние десятки лет? Ведь наш путь – это путь от хищника к договаривающемуся существу, от альфа-самца к дипломату, от убийцы к соседу, учителю, гражданину. Мы по-прежнему носим в себе инстинкты, рожденные в пещерах, но у нас есть разум, культура, язык, способность к эмпатии. Мы способны не только разрушать, но и созидать, прощать, объединяться. Насилие не исчезло, но, как показывает история, человек способен его ограничивать. Это не окончательная победа, но движение в нужном направлении. В детстве кот Леопольд с его фразой «Ребята, давайте жить дружно» казался мне каким-то тюфяком. Однако со временем я все больше его понимаю. Подписывайтесь, ставьте лайки. Еще увидимся.